В этом видео вы узнаете о том, почему нам, женщинам, так часто трудно понять наших мужчин. Тонкости мужской психологии. Когда я готовилась к этому видео, я посмотрела, а что же говорят другие, и чего я там только не увидела. Приведу пример. 3 причины, почему мы с мужчинами разные, почему нам сложно их понять. Причина первая. У нас разные биоритмы. И там приводится пример, что, например, мужчины хотят чаще секса утром, а женщины вечером. Миф, миф, миф и точка. И женщины хотят утром, и мужчины вечером, бывает совершенно по-разному. Знаю это 100%. Единственное, что действительно с точки зрения биоритмов у нас разное, так это наша женская ПМС. У нас действительно шалят гормоны, а мужчины действительно этого не испытывают. Но если бы причина была только в этом, то мы не могли бы понимать друг друга всего лишь раз в месяц в течение 1-2 дней. Но это же не так, все же намного сложнее. Приводится там вторая причина, возможная. Это то, что мужчины меньше замечают детали. Часто не замечают изменения нашей прически, цвета волос, новое платье. И говорят, что женщины больше видят картину целиком и могут заметить разные детали второстепенные, а мужчины сфокусированы видеть больше объект и меньше рассматривать фон. Но неужели это можно замерить? Может быть, это действительно кто-то замерял, но я считаю, что это не может быть причиной отсутствия взаимопонимания, как минимум потому, что я знаю хотя бы одного мужчину точно на Земле, который замечает детали внешности больше, чем женщины. Это мой муж. Да, он замечает детали больше, чем я, сама женщина. Соответственно, причины точно не в этом. Есть живой пример. И я уверена, что у вас тоже есть такие примеры, когда мужчина очень-очень внимателен к деталям. Поделитесь в комментариях. Там привели еще один интересный момент, почему мужчины и женщины иногда так сложно друг друга понимают. Якобы у нас по-разному работают полушария головного мозга. Женщины, по мнению этих источников, более склонны к многозадачности, то есть могут одновременно и борщ варить хорошо, и по телефону говорить хорошо, и с ребенком домашнюю работу делать хорошо. То есть у нас работает якобы, опять-таки, сразу 2 полушария головного мозга, когда мы делаем действия. А у мужчин только аналитический взгляд задействуется, и левое полушарие головного мозга, правое, соответственно, отдыхает это время. Не верю, не верю. Вы верите? Я не верю. Я считаю, что и женщины, и мужчины могут по-разному задействовать свой мозг в зависимости от того, насколько им важны эти задачи, в зависимости от того, как они воспитаны, к чему они привыкли, нужно ли было им с детства заниматься многозадачностью. Может быть, ребенок вырос в многодетной семье, где он должен был одновременно делать кучу дел, помогая родителям. Ну и куча других примеров. Нет. Но вот сейчас я вам расскажу настоящую причину. Почему же нам, женщинам, так часто сложно понять наших мужчин? Здесь важное отличие наших мужчин, тех, с которыми мы в паре, наших партнеров. Дело в том, что мужчина и женщина притягиваются друг к другу, и они идеально друг к другу подходят на какое-то время, как 2 кусочка пазла соединяются для того, чтобы подсвечивать трудные места партнера. Соответственно, мы друг для друга как бы провокаторы, мы триггеры. Мы тот, кто постоянно вот так вот тыкает в больное место, чтобы человек активировался и имел возможность стать лучше. Не таким уязвимым, не таким раненым в глубине души, более целостным, более ровным, принимающим мир такой, какой он есть. Приведу пример. Живет себе спокойно пара, муж и жена. Жена очень сильно любит салоны красоты, шопинг, нарядные платья. Причем очень сильно любит. Не просто любит, как все девочки, для нее это супер-супер важно. Она думает целыми днями практически только об этом. И ей в партнер, естественно, притягивается мужчина жадный, скупой и который совершенно не понимает, зачем столько денег сливать на это.
Зачем тебе столько платьев? Зачем тебе идти в салон красоты, когда там была ты пару дней назад? И вообще, зачем ты все это делаешь? Ну, вразумись уже. Пойди учиться, например, говорит он ей. Что происходит? У нее есть гиперважность какой-то сферы жизни, за которой скрывается какая-то проблема, какой-то страх, какие-то чувства. Например, я сейчас фантазирую, может быть, у нее есть комплекс неполноценности, так называемая заниженная самооценка, которая связана именно с ее внешним видом, с ее внешностью, с ее телом. И она пытается не проработать это в себе, не принять себя такой, какая она есть, а прикрыть себя идеальным внешним видом, красивыми платьями. Ей кажется, что если регулярно ходить в салон красоты и делать какие-то супермодные процедуры, то мир не увидит ее такой, какая она есть. Она компенсирует свою проблему. И для того, чтобы у нее была возможность каждый раз стукаться головой об стену, идешь вперед, а тут такая стеклянная стена, и ты об нее стукаешься, пройти не можешь. Жизнь ей посылает условно такого мужа, полную противоположность в этом. Ему тоже хорошо бы условно подлечиться и не быть таким жадным, уметь тратить деньги на удовольствие. Поэтому встречаются два человека, которые оба условно ранены, душевно ранены в определенных местах, нашли компенсацию своим раненостям, притянулись друг к дружке и бодаются всю жизнь. Конечно, женщина в такой ситуации не понимает своего мужчину. Почему он такой жадный? А мужчина не понимает свою женщину. Нахрена она столько денег тратит на эту фигню? И вот скажите, виноваты ли здесь биоритмы, разная работа полушарий мозга, и что-то там я еще приводила в начале, что нашла в интернете? Конечно же нет. Это вот такие поверхностные отличия, которые я не представляю, как можно измерить, но не буду спорить. Я считаю, что вот причина на самом деле в этом. Поэтому что же делать в этой ситуации, когда вы не можете понять своего партнера, когда он вас бесит, злит, и вы не понимаете вообще, как так можно? А делать нужно две вещи. Первое – принять его таким, какой он есть. Осознать, что вы не можете в этой жизни все контролировать. Вы не можете менять людей. Если у него есть такой недостаток, как вы это оцениваете, это не причина сразу расходиться с ним, расставаться. Отлично. Тренируйтесь на нем принимать жизнь такой, какая она есть. Позвольте ему, например, мужчине, быть жадным, иметь такой недостаток. Но не будет у вас в жизни идеального мужчины. Не бывает идеальных людей. Первое, вы принимаете его таким, какой он есть. Второе, вы учитесь на нем, тренируетесь, не разрешать людям нарушать ваши границы. И когда он действительно перегибает палку и, например, входит в такую отцовскую роль и относится к вам как к ребенку, а не как к равному партнеру, и начинает вас учить жизни, что опять ты в свой салон собралась. А вы ставите ручки и говорите: стоп, почему ты так со мной разговариваешь? О том, как защищать свои границы и ставить людей на то место, где они должны быть, отодвигать их на ту дистанцию, которая подходящая под ситуацию и под ваше восприятие мира, я рассказываю в других видео. Сейчас я вам говорю просто шаги. Принимайте его таким, какой он есть, тренируйтесь на нем отстаивать свои границы. Еще здесь было бы неплохо быть в какой-то степени независимой женщиной. Когда два партнера и оба независимы финансово друг от друга, оба могут прожить друг без друга, оба имеют доход, то границы защищать легко. Если даже не умеешь их защищать легко, легко научиться, потому что для этого есть основания. Конечно, в семьях, где женщина полностью финансово зависима от мужчины, ей может быть сложно защищать границы. Она действительно зависимая. Говорят же, не зря кто платит, тот и заказывает музыку. Это факт, да. Поэтому здесь нужно подумать, составить план, как все-таки прийти к этому.
Либо, если вы действительно полностью зависимы от вашего мужчины и не хотите это менять, имеете на это полное право. Это нормальная жизненная позиция. По-взрослому принимать ответственность за этот выбор и где-то действительно позволять ему управлять вашими действиями. И если он платит за ваш шопинг, походы в салоны красоты, либо за какие-то другие увлечения, понимать, что он имеет право все-таки как-то это дозировать. Но если, например, ваш мужчина, ваша с ним несостыковка не на почве денег, а на почве, ну сейчас банально какую-то вообще вещь скажу, не знаю, почему ты сидишь на диете, почему ты ешь правильное питание? Нет, говорит мужчина своей жене, я вот сижу, пью пиво немецкое с рулькой, давай-ка ешь со мной эту жирную рульку, хватит свои листики салата есть. И вы с ним вот как-то на почве еды, допустим, не стыкуетесь, вы не понимаете его, что он эту рульку вообще ест, и что он меня и хочет накормить-то. Да? Здесь вы полностью независимы от него человек в вопросах питания, и вот тут тоже отлично можно тренироваться, ставить границы, возвращать человека на ту дистанцию, на которой он должен быть по ощущению в теле. В этом видео я рассказала вам о том, почему же мужчины и женщины часто не понимают друг друга, почему нам женщинам мужчины кажутся такими непонятными, как вообще в них разобраться. Если вам было интересно это видео, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях ниже. Читаю комментарии, отвечаю на вопросы. До встречи в следующих видео. Пока!